Десант в ответ на сухопутную операцию, режим угрожает захватом 2 стран. Превентивная блокада. Кто еще решил заняться энергетическим шантажом соседей? Эмоции зашкаливают. Из-за ударов врага заискрило между военными и гражданскими. Обмен громкими обвинениями. Непрошенные дроны в небе стран НАТО, а один попал в объект энергетики. Операция «Демилитаризация». Украинские военные снова действуют на территории врага. Результаты впечатляют. Эти слова чертовски напугали лидера режима. Предупреждение прозвучало в довольно жесткой форме. Эпидемия жестокости. Всплыли новые подробности действий российских властей в отношении фермеров. Об этих и других событиях к утру четверга, 26 марта. Главное, о чем говорят и что скрывают. Нехта, по фактам и без шума. Наземная операция? Теперь такие планы звучат не только со стороны США. Иран повышает ставки до предела. نیروهای مسلح ایران آمادگی 100% دارند. В эфире государственного телеканала прямо заявили, режим готов к наземной операции против стран Персидского залива. Первые в списке – Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Речь идет о захвате побережья и ключевых объектов. Причем у Ирана нет с этими странами общей границы, значит речь о десанте с моря. Это уже сценарий прямого вторжения. Тем временем представитель иранского генштаба заявляет, никаких переговоров ждать не нужно. Стратегическая мощь, которой вы когда-то хвастались, превратилась в стратегическое поражение. Если бы вы могли, то претендующее на звание мировой сверхдержавы уже давно бы избежало этого положения. Не называйте ваше поражение соглашением. Иранский Коношенков добавил, такие, как мы, никогда не примирятся с такими, как вы. Цены на ресурсы летят вверх из-за войны и перекрытия Ормузского пролива. А тут еще одна страна подливает масло в огонь. Свою энергетическую блокаду объявил Виктор Орбан. Но в его версии, конечно же, это просто ответ на действия Киева. Сейчас необходимы новые меры, поэтому мы постепенно прекращаем поставки газа из Венгрии в Украину и будем хранить оставшийся у нас газ в Венгрии. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Через Венгрию Украина получает почти половину импортного газа, около 45%. Теперь этот канал могут перекрыть. При этом сам нефтепровод был поврежден из-за российских атак, но Будапешт обвиняет Киев. С начала боевых действий Иран выпустил более 1000 ракет и свыше 3000 беспилотников по странам Персидского залива, пишет Financial Times. Основной удар пришелся по Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Саудовской Аравии. Только по ОАЭ сотни атак, 372 ракеты и более 1800 дронов за неполный месяц. Кувейт получил сотни ударов. Саудовскую Аравию накрыли почти 700 беспилотников. Под обстрелами также Бахрейн, Катар и Омман. Непрошенные дроны наделали переполох в странах Балтии. В Эстонии БПЛА врезался в трубу электростанции. В результате взрыв был, но обошлось без жертв. Беспилотник прилетел со стороны России, но после разбирательства оказалось, что это украинский дрон. Как считают местные службы, боевая машина сбилась с курса под воздействием российского РЭП. Представление о том, что мы можем возвести стену между нами и Россией, что оттуда ничего не перейдет. Такое представление неразумно. Похожий инцидент произошел и в Латвии. Сюда тоже залетел дрон со стороны России, но и этот БПЛА оказался украинским. К сожалению, мы не можем исключить возможность повторения подобных инцидентов в будущем, поэтому необходимо еще больше сосредоточиться как на вооруженных силах и Министерстве обороны, так и на службах внутренней безопасности на разработке недорогих, но эффективных систем, способных нейтрализовать эти беспилотники независимо от их происхождения, производителя или предполагаемой цели. Накануне Украина осуществила одну из самых массированных атак на Ленинградскую область. В результате были поражены объекты в Усть-Луге и Выборге. Пострадали порты, ледокол и здание ФСБ.
Перепалка между гражданскими и военными руководителями, и случилась она в Украине. Атака россиян по Львову вызвала нервную реакцію местного мэра. Чому все ж таки ці дрони долетіли? Невже нас не вистачає ППО і якась... В мене є дуже багато запитань до всіх. Андрей Садовый заявил в интервью, что имеет, цитирую, «очень много вопросов ко всем, намекая на плохую работу ПВО». В ответ уже командующий сил беспилотных систем Роберт Броуди попросил градоначальника меньше точить лясы и не давать советов силам обороны. На пост Мадьяра мэр Львова ответил своим. Моя реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим зданием в центре города и видел последствия российской атаки. Удар агрессора был ощутимым. Пострадали 3 десятка людей. Поврежден монастырь 16 века из списка ЮНЕСКО. ВСУ снова действуют на территории врага. Бойцы из Нацгвардии Украины устроили сеанс жесткой демилитаризации в Белгородской области России. Подразделение Лазарс Групп ударило по скоплению техники, которая концентрировалась для наступления на Харьковщину. Технику пытались спрятать в лесополосах, но ее вычислила аэроразведка. После этого в дело пошли ударные дроны. Координаты подтвердили и сразу ударили. Итог – минус 6 танков и еще 2 единицы другой тяжелой техники. Большая часть сгорела. Операция была проведена в начале марта, но только теперь бойцы поделились подробным видеоотчетом. Стали известны шокирующие подробности операции, проведенной российскими властями на территории собственного государства. Операции, которая сопровождалась дикой жестокостью. Издание «Такие дела» выяснило, как проходила недавняя ликвидация конфискованного у фермеров скота. Оказывается, в Новосибирской области животных перед уничтожением не усыпляли и не обезболивали. Им вводили препараты дитилин и адилин, которые парализуют тело, но не отключают сознание. Проще говоря, животные задыхались и горели, оставаясь в полном сознании. Дозы препаратов были недостаточными. По словам специалистов, в России сейчас нет препаратов для гуманной эвтаназии зараженных животных. А методы, которые были использованы, запрещены международными рекомендациями. Но можно ли ожидать сочувствия к животным от государства, которое сотнями тысяч посылает собственных граждан убивать и погибать в безумной войне? Впервые за 32 года правления Лукашенко наконец-то сумел доехать до Северной Кореи. В гости к потомственному диктатору в 3-м поколении гость из Беларуси захватил младшего сына. Будет ли шанс у Николая Лукашенко заменить своего отца на посту, как это получилось у Ким Чен Ына? Покажет история, но потомственным вассалом Кремля Коля уже стал. Во время визита младший Лукашенко возложил цветы к монументу освобождения. И сделал это он по личной просьбе Владимира Путина. И хоть памятник был возведен в честь советских воинов, пресс-служба Лукашенко подчеркнула, букет от хозяина Кремля Коля Лукашенко оставил в знак признательности Москвы за помощь Пхеньяна в так называемой СВО. Не знаю, как кто, а я очень переживаю за другого малыша. Переживет ли шпиц Умка поездку в Северную Корею, где собак любят немного иначе, чем в наших краях? А вот из Вашингтона для папы Коли пришли 2 очень неприятные новости. Спецпосланник Трампа Джон Коул поделился тем, какое предупреждение сделал старому диктатору во время последнего визита в Минск. Недели 1.5 назад я сказал ему: «Слушай, ты сейчас единственный, кто остался за столом плохих парней, так что тебе лучше быть осторожным. И я действительно думаю, что то, что мы сделали в Венесуэле, и то, что мы делаем в Иране, страшно его напугало». Теперь становится понятнее, почему Лукашенко пошел на освобождение из тюрем рекордного числа своих оппонентов. Но это не все. В Белом доме старого пересидента уличили во лжи. И кто?
первая дама США. Мелания Трамп заявила, что не обращалась к Лукашенко за посредничеством по украинским детям. Все переговоры, по ее словам, шли напрямую с Россией и Украиной, без третьих лиц. Противоположную версию представил белорусский самозванец во время общения с представителями своего пропагандистского пула на прошлой неделе. За что он не возьмется, все выходит наоборот. В России впервые за все время правления Путина большинство людей перестали ходить в церковь. По данным Левада-центра, уже 55% россиян не посещают службы. Это максимум с конца 90-х, причем скачок резкий. Всего за полгода плюс 11 процентных пунктов. Регулярно ходят в храм единицы, только 16% бывают там хотя бы раз в месяц. Еще столько же несколько раз в год. Остальные либо почти никогда, либо вообще не ходят. Интересно, в чем же причина? Владимир Владимирович также находится в одном из храмов и здесь молится. Трамп получил еще один удар, но речь не о Ближнем Востоке. В Дании на досрочных выборах победу одержала та самая непокорная Метте Фредериксон, с которой у нынешней администрации Белого дома несколько месяцев длится конфликт из-за Гренландии. Я несу ответственность за эту замечательную страну почти 7 лет. Мы справились с коронавирусом, пандемией COVID-19. Нам пришлось бороться с войной. Нам угрожал американский президент. И за эти почти 7 лет мы потеряли 4% поддержки. Я думаю, это нормально. Правда, коалиция во главе с Фредериксон набрала недостаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Победительница даже подала монарху заявление об отставке. Но другие партии набрали еще меньше. Теперь местным политикам предстоят долгие недели или даже месяцы переговоров. Но, скорее всего, Вашингтону и далее придется иметь дело с Меттой Фредериксон. Каковы реальные потери США на Ближнем Востоке? На какие уступки иранский режим заставил пойти Вашингтон? Какую битву Трамп проиграл в США? Как китайцы маскируют подготовку к войне? И как семья Путина богатеет на агрессии? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.